Приветствую вас на канале Две войны. В своих прошлых видео я уже рассказывал о реальности фронта, ссылку добавлю в описании. А в этот раз я решил рассказать про немецкий плен глазами советского солдата. Кензерский Анатолий Юлианович был простым слесарем на автобазе, когда его мирный быт прервала война. Тогда рабочих рук не хватало, поэтому под основной призыв он не попал. Но спустя какое-то время ему предложили пойти на фронт добровольцем, на что он и согласился. Анатолий Юлианович попал в состав 8-й стрелковой дивизии, которая на тот момент имела даже бронетанковую роту. Вот так довольно пессимистично описывает ситуацию герой нашего видео. На вооружении роты было 17 танкеток Т-27. Просто игрушка, вся она весила 1,5 тонны. Бронирование слабенькое. Моторчик слабенький от М1. Экипаж состоял из 2 человек, стрелка и водителя, причем командиром считался водитель. Ну какой там командир? Все мы были равными. Все управление, педаль газа и палка, на себя потянешь, он налево повернет, от себя направо. Влезать в эту танкетку надо было через крышу, закрывающуюся крышкой с крючком, как на оконной раме. Я со своим ростом туда еле помещался. У командира роты танкетка была побольше, Т-40. Забыл сказать, что вооружена танкетка была пулеметом ДТ, которому было всего 3 диска. А что ты думаешь? У людей винтовок не хватало. На самом деле подобные ситуации возникали не из-за того, что у Советского Союза не было винтовок, чтобы обеспечить всех красноармейцев. Это чистое заблуждение. Причиной дефицита оружия была неготовность РККА принять удар немецкой армии в первые месяцы войны. Помимо других ошибок, допущенных советским руководством, была еще и плохая система снабжения. Винтовки и боеприпасы могли пылиться на складах, в то время как на передовой считали каждый патрон. Подобная ситуация была и с танками. Многие из них не смогли совершить оперативные маневры, потому что не имели достаточно топлива. Их просто не подготовили к подобному сценарию. Поэтому сложности с отсутствием вооружения или техники были связаны не с недостатком этих ресурсов, а с их неравномерным распределением и низким уровнем боеготовности армии в целом. Попадание в плен. 17 октября, как сейчас помню, потому что это был день моего рождения, нас расколошматили. Мою танкетку подбили. В нее со стороны стрелка попала то ли мина, то ли снаряд. Меня задело рикошетом в голову, я думал, меня убили. Потом глаза протер, смотрю, Юрка хрипит. Я встал, а там щель такая в 2 пальца, и вижу дуло винтовки, «Рус, сдавайся». А у меня никакого оружия не было. Только 2 гранаты в ногах лежат. А за ними нагибаться, а ему только нажать. Мне же деться некуда. Я сейчас за этого немца, Бога молю. Почему он на спуск не нажал? Но я этот крючок откинул, крышку поднял и вылез. Тут еще бегают немцы. Смотрю, и наши уже в куче. Небось видел картинки, когда сотни тысяч пленных солдат ведут. Вот как мы немцев потом из-под Сталинграда вели, так и они нас в начале. Короче, попал я в плен. Нас собрали человек 12-16 и отвезли в Рославль в лагерь. В первые месяцы войны немцы еще не ощутили всех прелестей Восточного фронта, поэтому у них еще не было той злости, как после Москвы или Сталинграда. Автор пишет, что было огромное количество пленных, и в целом он прав, это объясняется несколькими причинами. Изначально невыгодные позиции солдат Красной Армии. Как я уже говорил, армия была не готова к войне и вообще находилась в стадии мобилизации. Соответственно, дивизии не были развернуты для боевых действий, а это очень важно для противостояния немецкому блицкригу. Недостаточная укомплектованность топливом и боеприпасами. У многих советских частей не хватало тяжелого вооружения или боеприпасов. Именно поэтому некоторые советские подразделения встречали танки с винтовками. Отсутствие оперативной связи. Из-за отсутствия связи на первых этапах войны части РККА действовали фактически вслепую. Запоздалые решения об отступлении. Это тоже довольно важный фактор. Командиры боялись, что их обвинят в самоуправстве и изо всех сил удерживали свои позиции, в то время как стоило отходить. В немецком плену. Везли нас на машине не какие-нибудь эсэсовцы, а обычные солдаты. Где-то что-то они награбили, и в машине у них были ящики с папиросами Беломор и тушенкой. Вот они нам дали по банке тушенки и по 5 пачек сигарет. Никаких зверств не было. Я не видел, чтобы они расстреливали пленных, и к этим солдатам я никаких претензий не имею. А тем, кто меня пленил, так наоборот, только благодарен. Меня давно уже могло не быть.
ведь что ему стоило нажать на крючок? Жестокость на оккупированных территориях по большей части проявляли даже не немцы. Вермахт был занят на передовой, а тылы доверили румынам, итальянцам и венграм. Это было сделано с целью использования на фронте самых боеспособных соединений, которые за редким исключением состояли из немцев. В качестве исключения я могу только выделить голубую дивизию, в которой проходили службу испанцы, и которая была добровольной. Лагерь какой? Поле огромное, обнесенное колючей проволокой, вышка со слабеньким прожектором и сарай, в котором жили немцы караульные. Ну а мы, октябрь месяц, тут уже дождь со снегом, просто на земле. Представляешь? Я не видел, чтобы немцы искали комиссаров и евреев, но каждый день приезжал их арбайтер, который набирал токарей, слесарей, ремонтников. Говорил с возвышения, что кто не хочет погибнуть, может работать на рейх. Многие вызывались, и их увозили. Ну, а так как мы были патриоты, то из нас никто не вызвался. Кормили нас так, привозили 3 подводы с огромными чанами, в которых была полусырая картошка. Вываливали содержимое на землю, и люди ее расхватывали, кто руками, кто банкой консервной. Тебя не покорми, ты тоже будешь как зверь бросаться на еду. Из немецких мемуаров можно было сделать вывод, что немцы тоже не были готовы к такой войне. Даже в случае с пленными они просто не рассчитывали на такую численность. Еще один важный момент заключается в том, что советские пленные содержались в гораздо худших условиях, чем британцы или французы. Когда автор говорит об арбайтере, скорее всего он имеет в виду человека, ответственного за Хиви. Так называли добровольцев, которые соглашались сотрудничать с немцами и работали в тылу. Да-да, изначально никаких власовцев не было. Это было уже вынужденной мерой после провала Блицкрига. Гитлер очень не хотел давать русским оружие, даже если они будут на его стороне. Он согласился на подобную меру только ближе к концу войны. Пробыли мы там 5 дней. На 5-й день собралось нас человек 7. Ну что, ребята, подохнем ведь тут. Молодые, горячие, решили уматывать. От до леса бежать где-то километр. Ночью потихоньку пролезли под проволоку, отползли. Дураки. Надо было дальше ползти. А нам не втерпешь, поднялись. Тут немцы начали из пулемета с вышки стрелять. Все побежали в разные стороны. До леса мы втроем добежали, может и другие тоже добежали, но я не знаю и больше их не видел. Пока мы в лагере были, немцы прошли почти до Московской области. Заняли Козельск, Адоев. Короче, нам до своих переть и переть через их гарнизоны. Сбежали мы 22 октября, а вышли из окружения 22 декабря. 2 месяца шли. Я до сих пор с трудом в это верю. Как мы выжили и немцам не попались. Иногда заходили в деревни, где немцев не было. Жители давали нам поесть. Анатолий Юлианович действительно был в очень трудном положении. Дело в том, что в первые месяцы войны ситуация на фронте менялась очень стремительно, и там, где еще вчера стояли советские войска, могли быть немцы. Да и в деревнях тоже было небезопасно. Помимо немцев и их союзников, там могли быть полицаи из местных или немецкие информаторы, а за укрывательство советских солдат были очень жестокие наказания, вплоть до расстрела. Прошли Козельск. Под Козельском есть село Хотень или Хотенька, которое тогда было занято немцами. На отшибе села, метрах в 500 у реки, стояла баня. В ней мы и засели. Ночью слышим, где-то близко ружейно-пулеметная стрельба и отдельные артиллерийские залпы. Под утро вдруг послышался гомон и скрип саней на дороге. Кто-то из наших вылез из бани. Ребята вроде по-русски говорят. Матюгаются. А еще темно, и вылезать нам не хочется, вдруг немцы. Решили до рассвета не высовываться. Начало брежить. Смотрим, по дороге идет обоз лошадей. По-русски понукают. Тогда мы вылезли. Одного послали посмотреть поближе. Прибежал, наши. Дальнейшая военная судьба Анатолия Юлиановича сложилась непросто. Там и жесткие сражения, и обвинения в дезертирстве, и тяжелое ранение. Но все-таки он пережил самую кровопролитную войну в истории человечества и остался жив. А как вы считаете, почему советские пленные содержались в гораздо худших условиях, чем американцы или британцы? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все это очень поможет в его продвижении.